Всем привет, дорогие друзья! Крайне увлекательные обновления по четвергам продолжаются в нашей любимой игре. И, конечно же, как же можно пройти мимо очередного оперативного обновления? Учитывая, что у нас продолжается кампания, которая стартовала еще на прошлой неделе, и которая продлится вплоть до окончания чемпионата мира, чего-то сверхъестественного мы таки не увидели. Но при этом в игре появилось аж целых два новых эпика. Как и всегда, завоз на следующую неделю, которая позволяет сделать определенные выводы о предстоящем контенте. Поэтому давайте все это и обсудим. Слышишь этот звук? Это уникальный Nissan 370Z. Уже ждет тебя на парковке PlayRock. Его новенький салон вовсю блестит, а в бардачке собрались самые лучшие предложения по монетам в eFootball и множество других предложений. А в багажнике целая куча подарков. Этот неповторимый Nissan, а также iPhone 17 Pro Max, Sony PlayStation 5 Pro, игровой ПК, Nintendo Switch 2, MacBook Neo и еще много всего может стать твоим, ведь это подарки от PlayRock в честь его 4-го дня рождения. Все, что тебе нужно делать, с 10 июня по 10 июля заходить на сайт, совершать покупки или просто выполнять задания, получать плей-токены и обменивать их на билеты в одной из категорий призов. Чем больше билетов ты собираешь, тем выше твои шансы на победу. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом, участвуй в розыгрыше. И помни, если выгоднее и с подарками, значит PlayRock. После того, как в начале недели появился пак с игроками чемпионата мира 2014 года, сегодня в игре появился набор с победителями этого мундиаля и, конечно же, с немцами. И получилось так, что в наборе представлены аж целых две новых легенды, которых в игре по понятным причинам ранее не было. Это Мирослав Клозе и Марио Гетце. Причем второй получил позицию центрального нападающего со стилем оттягивающийся форвард. Ну и самая главная мета этого пака, конечно же, бигтаймовский Филипп Лам. Я думаю, что не открою Америку, если скажу вам, что Филипп Лам — это один из самых лучших фланговых защитников в этой игре, по сути, наравне с тем же самым Роберто Карлосом. Только Карлос у нас выступает слева, а Филипп Лам справа, и получается две меты слева и справа. Карлос слева, Филипп Лам справа. Так и подбор навыков он получил достаточно хороший. Это острые навесы, которые для атакующего защитника, как мне кажется, must have, ну и рывок за тенью, который у вас, скорее всего, работать не будет, но, скорее всего, будет работать у донатера, у которого будет эта карточка. Клозе с Гетце тоже раздали неплохие навыки. У Клозе это прям, как мне кажется, идеальный подбор для центрального нападающего, потому что он получает голову молот и скоординированные удары, тогда как Марио Гетце также получает скоординированные удары, так еще и скоординированные пасы, которые в теории на позиции оттянутого форварда, на позиции атакующего полузащитника ему пригодятся. На самом деле, тот же самый Гетце уже ранее сотрудничал с Konami и даже был лицом целой 15-й части, поэтому по модельке, я думаю, Konami его не обидели, по цифрам так тем более. Вопросов вызывает разве что проставленная позиция и проставленный стиль. Поэтому скажу так, в теории моделька Гетце очень интересна, но она отпугивает из-за проставленного стиля с проставленной позицией. Будь он атакующим полузащитником, прям с удовольствием можно было бы рассмотреть его. А так получается, центральный нападающий невысокого роста, коих в игре и без того достаточно. Что охотников, что оттягивающихся, поэтому, как-то так. Ну и Мирослав Клозе получился вполне себе ожидаемым, ведь он был одним из тех, кого частенько называли в качестве потенциальных легенд, которые хотели бы увидеть в игре. И всякий раз, когда про Клозе вспоминали, в принципе, более-менее предугадывали его типаж, который стоило бы ожидать в игре. Тяжеленький нападающий, который прям на что-то глобальное не претендует по части взаимодействия с мячом, но при этом устойчивый и даже в каком-то смысле слегка деревянненький, что ли. Но при этом цифры умения атаковать, реализации ему не пожалели, сила удара тоже есть, и, наверное, вот единственный момент, на который можно было бы действительно, так сказать, пожаловаться, это, конечно же, скорость. Ускорение есть, оно бирюзовое, но скорость при стандартной прокачке, не дотягивает.
Для бездоната появился новый фри-то-плейный пак за номинальные контракты, который отсылается к молодым игрокам чемпионата мира. В принципе, на первый взгляд уже можно определить несколько интересных игроков. Это полузащитник сборной Марокко, на которого уже успели положить глаз топовые клубы в реальной жизни. Ну и, конечно же, знакомые нам фамилии в лице Мусиалы и Заира Эмери. Но дизайн, если честно, прям максимально отпугивает от этих карточек. Ну и учитывая, что это карта за номинальные контракты, на цифры особо не рассчитывайте. В понедельник мы увидим эпический набор с игроками чемпионата мира 98 года. Пак будет с одним нападающим в лице Майкла Оуэна и с двумя полузащитниками в лице Эдгара Давидса и Эммануэля Пити. Последний в кои-то веке представлен на позиции центрального полузащитника, учитывая, что все это время ему рисовали стиль бокс-ту-бокс, но при этом он был опорником, тогда как здесь ЦПЗ и как раз таки бокс-ту-бокс. И тенденция такая, что после появления паков с игроками определенных чемпионатов мира, в четверг мы получаем наборы уже с чемпионами конкретно взятых мундиалей. Вот в прошедший понедельник у нас были игроки 2014 года, сегодня мы получили чемпионов 2014 ЧМ. Не так давно были игроки 2002 года, потом были бигтаймовские эпические бразильцы 2002 года. И есть основания полагать, что уже через неделю мы увидим новый набор с чемпионами мира уже 98 года. А как некоторые из вас знают или даже помнят, тогда чемпионами были французы. И может быть уже тогда-то мы наконец-то увидим новую версию Патрика Вейра, которую люди ждут на протяжении всего июня. Как говорится, в Патрика Вейра мы верим.